Вы являетесь официальным владельцем нового Discord-сервера по оружию Да? Netflix. Жан мне когда-то написал, у меня только пенис, яиц нету, не знаю. Всё. Бывает. Это все, что я ему понял. У меня только я. Нормально? О, Ничего нет. нищий, нищий. Бля, у меня холодный пот, я прям это ощущаю, знаешь, типа, у меня ток холодный по телу идет, а пиздец, реально, я не знаю чего, я боюсь, короче, я просто чего-то боюсь, я боюсь, что меня в карках дадут, изнасилуют, все дела, вы поняли. Всем привет! Сегодня у нас максимально спокойный ролик, без каких-либо странных тем, теорий заговоров, психозов. Потому что сегодня мы будем разбираться, кто же такая Ролинер Литвентис. Но будем мы разбираться строго по информации, которая действительно достоверна и имеет место быть. Без интернета и прочей дичи. Я довольно долго думала, стоит ли вообще трогать эту тему, потому что чем глубже ты лезешь в эту историю, тем больше ощущение, что ты смотришь не на артиста, а на что-то иное, не из нашего мира. Слишком много ложной и недосказанной информации о данной личности дало мне понять, что я явно должна просветить вас в лор всей метавселенной. Почему метавселенной, сейчас объясню. Но все-таки стоит для начала рассказать, как же я пришла к созданию данного ролика. Судя по множественным видео в ТикТоке и остальных платформах, я поняла, что половина аудитории вообще не в курсе, кто же такая Рори. Есть треки, какое-то настроение в них, кучу контента на эту тему, кучу информации, но при этом нет ощущения, что за этим стоит лишь один реальный человек. Некоторые вообще отзываются о Рори как о музыкальной группе. Логично, что мне стало интересно поразбираться в этой теме, потому что если никто не в курсе о Рори как личности, то, вероятно, кто-то что-то умалчивает. Не так ли? Скорее всего, умалчивает и не один человек, так как публично у нее есть как минимум 2 друзей. В итоге я начала собирать инфу через свои каналы, спрашивать людей, писать каким-то левым челам, которые якобы знают ее лично. И в какой-то момент у меня уже было больше теорий, чем у людей аргументов жить дальше. И вот тогда я поняла, пути назад нет. Лайки. Голосовое сообщение, подождите, нам что-то хотели донести. Так, извините. Извиняюсь за такие скримеры, резкие переходы, но поверьте, так правда нужно было. Ну, собственно, что у нас есть по фактам? Ну или же потому, что выглядит как факты, но никто не проверял и не будет, верно? У нас есть артист, Ролинер Литвентис. Есть треки, которые звучат так, будто их записывали в комнате, где одновременно происходит и смешная нарезка детей, и раздробление личности слушателя на куски. Также есть визуал треков, который в том числе каждый раз немного не совпадает сам с собой. И самое главное, у этого исполнителя никогда нет стабильного образа. Сегодня это один человек, завтра это другой угол лица, послезавтра это вообще ощущение, что это коллектив из 3 людей, которые договорились не договариваться. Также есть моменты, где голос чуть-чуть меняется, и это либо из-за обработки, либо из-за того, что это, литерально не один голос. Но никто, конечно, утверждать не будет, что, это один человек, не один человек, женщина это или мужчина, или это музыкальная группа. Я не намекаю, но да. А вы любите спойлеры? Я лично нет, поэтому я и не хочу спойлерить вам в том числе. Я люблю, когда волосатый мужик. Я думаю, стоит упомянуть, что у Роли есть много фан-аккаунтов. Некоторые из них я заприметила лишь скролля ТикТок. С одним из них мне удалось довольно мило пообщаться, за что огромное спасибо. Однако она, либо он не увидит это видео, так как оно на русском. В любом случае, у нас есть еще один фан-аккаунт, так еще и на русском. Если честно, он вызывает у меня довольно двоякие ощущения. Во-первых, откуда-то у человека контент по Рори, который по сути является эксклюзивным уже около почти года с удаления официального Discord-сервера. Во-вторых, что за хуйню ты постишь? Прошу не обижаться, но это и вправду выглядит как сталкерство. Хотя, учитывая фанбазу Рори, в целом такого стоило ожидать. В любом случае, мы не будем тыкать пальцем. Но все-таки напомню, что на Рори много раз заказывали всякие сливы личной информации и прочее, из чего хотя бы частично мы имеем выводы, что она из себя представляет. Разве это отменяет тот факт, что аудитория сошла с ума? Однако возникает вполне логичный вопрос. Почему же я виню именно аудиторию? Около месяца назад в личку канала Ируми нам написал тип с юзернеймом, уж больно намекающий на Рори. Он там напрямую был вообще написан, мы вообще это не будем брать во внимание. Сообщение там было простое, но интересное. Если говорить вкратце, просто слово «паспорт» и дальше шла некая последовательность цифр. Базовыми методами удалось выяснить, что паспорт принадлежит Жану? Охуели мы не сказать от слова совсем. Это был шок и очередное разочарование в аудитории.
Мы переговорили с человеком и четко попросили не сливать это никуда. В ином случае жизнь Жана, скорее всего, станет довольно трудной. Но к чему это я вообще? Эта ситуация уже не первая, точно не последняя. Много людей за все время существования Рори как проекта были настроены агрессивно и распространяли полнейший бред. Я понимаю, что это никому нахуй не всралось, но, пожалуйста, будьте лояльнее хотя бы к любимому артисту. Каждый из вас, кто несет хуйню и пустит довольно абсурдный контент, дабы оскорбить и задеть, выглядит бесчеловечно и уебищно. Ладно, извиняюсь за грустинку посреди видео, но тема довольно важно было поднять. Собственно, в интернете есть несколько основных версий, кто же такая Рори. Первая. Это просто девушка, которая делает музыку и не любит показывать свое лицо. Вторая версия. Это продуманный арт-проект. Третья. Это несколько людей под одним именем. И вот тут начинается самое интересное. Потому что если сопоставить все факты, то они не складываются ни в одну из этих версий. Например, даты выхода некоторых треков не совпадают с активностью аккаунта. Некоторые старые записи звучат более новыми, чем новые, и наоборот. А еще есть странные комментарии от людей, которые якобы знакомы с ней, но каждый из них описывает, максимально разного человека. Тут либо у нас, и вправду коллектив, либо у нас один человек, с очень гибкой реальностью. И там быть это сильно. И снова возвращаемся к гибкой реальности Рори. На Reddit я обнаружила ветку, которая вообще первоначально была на английском. Там довольно много позитивных отзывов о Рори как о музыканте, но я вновь обнаружила такого же, в кавычках, знакомого, который заявляет, что это 30-летний украинец, который, в кавычках, ларпит, чтобы не ломать точную мысль автора поста, трансгендеров, дабы перекрыть этим информацию своей трансфобии. Какой нахуй трансфобия? Блять, я, конечно, дико извиняюсь, но вот эта хуйня сейчас меня повергла в конкретный ахуй. С самого начала своей карьеры Рори всегда активно высказывалась в Твиттере в поддержку трансгендеров и сама четко указывала то, что является им. Это никогда не было секретом, есть много реальных достоверных источников на эту тему. Вот о чем я говорю, когда объявляю не верить подобным людям. Также хочу сказать, welcome to сия пиздец, поскольку в этой ветке обнаружился случай мошенничества якобы от имени Рори. Человек принял около $40 на свой PayPal после начала военных действий на территории Украины. В конечном итоге аккаунт оказался неофициальным и сейчас подписан на пророссийские паблики с антиукраинскими высказываниями. Это, честно, пиздец иронично, но на самом деле это нихуя не смешно. Я думаю, вы это и сами понимаете. Поэтому давайте с вами сделаем окончательные 2 вывода по этой теме. Не слушаем, соответственно, глупых ребят в интернете, а также не будем отправлять деньги глупым ребятам в интернете. Я решила пойти дальше и подключить людей, которые так или иначе пересекались с этой темой. Я позвала Voice, владельца нынешнего неофициального сервера, который, вряд ли что-то знает, но почему бы и не спросить. Также я просила руки Аву и Руми, и Заву. Зава, прости, мне лень выговаривать твой никнейм. Ну а теперь давайте перейдем к конкретным разговорам и посмотрим, кто что скажет на эту тему. Первый вопрос. Что у вас с микрофоном, Лиз? Нормально. Хорошо. Вы являетесь официальным владельцем нового дискурс-сервера о Рожен Блэкс. Окей. Почему? Блять, просто. Вот объясните мне одну вещь вообще. С какой целью вообще что вам дает этот сервер? Ничего не дает. Но все равно. Ты знаешь, просто когда мне логин прикидывают, я примерно так же смею. Скажите, пожалуйста, вообще, каково это быть Рори на Litventis? Это факт. Хайп. Хайп. Это лютый хайп. Я с вами полностью согласна. Но вы являетесь, получается, владельцем сервера. Анимешная девочка с уебищным микрофоном. Да. Анимешная девочка с странной аватаркой, вы являетесь самой Рори. Хорошо, я вас слушал. Собственно, вопрос к владельцу сервера. Скажите, пожалуйста, какое вообще ваше отношение к тому, что вот аудитория немножко ведет себя неподобающе? Потому что аудитория, соответственно, как бы у довольно психоделической музыки тоже является психически нестабильной. Хорошо, я вас слушал. Ладно, собственно. Хорошо, я, пожалуй, повторю свой вопрос в 3 раз. Что вам вообще дает ведение этого сервера? Ну, блядь, опять, что ли? 4-й раз. Что вам вообще приносит этот сервер? Интересно у вас доходы. Ладно, хорошо, я это учту как-нибудь в будущем. Соответственно, что бы я хотела еще у вас спросить? Вообще, вот как вы относитесь к встрече с человеком, который
по сути, является вашим кумиром, сервис которого вы держите. Вот как вы вообще относитесь к человеку в этом весе? Э, Хорошо. Ну, как вы относитесь к тому, Как что... сейчас теперь так? Довольно большая часть аудитории, в принципе, воспринимает хентай, экстрима, киеру, тираируми и роли на Релитвентис как абсолютно разных людей. Но насколько мне, как бы, доступная информация из довольно достоверных источников, это все один и тот же человек. Вот как вы к этому относитесь? Можете мне просто... Это только вам сказал. Повторю вопрос еще раз. Мне не важно, насколько достоверна эта информация, я и так знаю, что она достоверна. Вопрос именно в контексте того, что, вы понимаете, что это все-таки один человек, а вот аудитория воспринимает немножко иначе. Как вы вообще к этому относитесь? Да, Что? нормально. Хорошо, из-за вас очень рада. Что бы я еще хотела с вами разъяснить? Это, знаете, такой деликатный моментик. На вашем сервере обитают, в принципе, довольно сомнительные личности, которые очень часто могут подвергать что вас, что Рори некоторой опасности. В контексте, понимаете, социальные сети, все дела, сейчас это довольно анонимная вещь. Однако, вообще, можете ли вы сказать, поведать что-то из своей истории, когда вам, может быть, пришлось столкнуться с чем-то, долг какой-нибудь, возможно? Просто чтобы просветить это в массы. Меня вообще и подвергли не раз мои обидчики. Мгм. И как феромину хотели поджечь. Что? Что, простите? Как феромину хотели поджечь там две. Нет. Я надеюсь, они этого не сделали. Я думаю, это действительно простая была интернет-игра. Я извиняюсь. Что такое? Я просто извиняюсь. Прощаю. Заключительный довольно вопрос. Вообще, что вас представляет этот сервер? Может, какая-то духовная, знаете, такой душевный стержень просто уже. Сколько вообще близок этот сервер? Он мне нравится. Что? Он мне нравится. Я за вас очень рада, но я спрашиваю в контексте того, что, понимаете, как бы, да, может, это вам как-то приносит какое-то удовольствие. То есть, вот это был вопрос о доходе, а вот может, это вам Да. приносит какое-то удовольствие, восхищение, потому что я знаю, что вы занимаетесь какой-то вот собственной музыкой, получается. Приносят ли вам какие-то ситуации, возможно, или люди с этого сервера какое-то восхищение, вдохновение? Нет, меня хейтят все. Почему вы сказать? Если что. Напомните, пожалуйста, в какой стране вы живете? Плакал, да. Приезжай в Токио, тебе сама. Сейчас, секундочку, мне позвонить надо. Так, нет, сейчас погодите, у меня казино, потом Жан. Я сейчас просто в ЛС с Жаном зайду. У меня там есть, зачитаю его. Давай. Сейчас, где? Сейчас мне Жан нужен. Это на документалку, надеюсь. Так, вообще, погодите, Светлана Александровна где? Че он там? Так, что с тестом для сборов-то? Где Жанчик мой любимый? Вот Жан Великий, он у меня подписан. Чё, Да я прям какой-то просто понимаю, Я это вырезать не буду. Погоди. Так, как Брау Старс например, уебать. так. Жан мне когда-то написал, у меня только пенис, яиц нету, не знаю. Всё. Бывает. Это все, что я могу помнить. У меня только Нормально? О, яйца. нищий, фу. Нормальный скин? Хочешь шапка такая вообще? Это нищий. Вообще, что можешь Жанне как человеке сказать? Просто интересно. Так. Сейчас. Очень хватит клик. She was the youngest of two daughters of a most, что-то там, including father, and had in consequence of her sister marriage. Так, нет, что-то не то. Так, the seller accepts payment by interbank transfer. Я бы советовал несколько... это Жан писал так. Настроение довольно восторженное после приобретения лапши Джин Майланг. Со вкусом тушеной курицы и грибами. Приятные добавки в комплекте, но с течением времени, около 3 часов, начинает тревожить боли в животе. И если быть честным... я геометрию Dash не включил. Как я читать буду? Так, ну-ка, сейчас. Я вам покажу, как надо играть. Я специально покажу. Бля, все зависло, кстати. У меня тоже. Павлю, пожалуй, еще в конец. Так, сейчас, погодите, найду. Так, НЭП в промышленности и торговле. Произошла частичная децентрализация и допуск частного капитала, тогда национализация. Смотри, это человек в одном классе учится. Ну, на самом деле он мой дедушка. Я его очень люблю. Спасибо, дедушке. Еще ему... Сейчас, пойдите, в поворот зайду. Сейчас. Смотрите, в поворот захожу ради дедушки. Дедушки Жана. Видите, это ради дедушки Жана. Так,
Дедушке Жан, ну, 107 лет, и еще он влез в крупные долги, он мне не отправил черный бульдог, ну, залез в долги под проценты, поэтому скоро его ждет суд. И Дэнон. Извинения передо мной. Ну, знаете, люди бывают разные, и некоторые, так сказать, аудитория заслуживает это. Я его не осуждаю. Да и картинки у него, в принципе-то, праведные. Вот особенно там... слышали теория заговора, что в России не существует? Вот это мы вместе разработали. Ует. Блин, ты долбоёб. Да блин. Я. Это все мои аккаунты. Вы понимаете, на самом деле вы все жертвы теневого правительства. И всем заправляю я. Сейчас, погодите. Сейчас мама зовет. Ух. Что? Ты где? Что происходит? Сейчас. Я пытаюсь найти это видео. Так, на чем я остановился? Теневого правительства. О, стоп. Нет, что вы хотите? Так, Вы чего? годами выстраивали аудиторию, образ какой-либо, чтобы сейчас донести в массы. Ебла. Сейчас, погодите, немножечко от темы отойду. Сейчас я попаду? Сейчас не попал. Так, вернемся к вопросу, значит. О чем мы говорим о теневом правительстве? Смотрите, код какой. Такой жирный. Круто, поскольку у меня есть некоторая возможность, Ирами, вот... Ну, кто меня спрашивает? Пошел ты нахуй, блядь, все, сука, пизду тебя, блядь. А теперь к итогам. Никто из них не сказал ничего конкретного, но при этом все сказали достаточно, чтобы стало еще хуже. У владельца сервера, Акакоми, был максимально уебанский микрофон, как у меня. Поэтому мне вдобавок пришлось самой вслушиваться, дабы понимать ответы. Тем временем Рукьява словил же пиздец какой нихуевый приход, на что мы получили забавную фразу. Это все мои аккаунты. То есть, наше расследование зашло в тупик? В любом случае, конечно же, нет. Однако разговор Завы и Ирми я полноценно показать хоть и не могу, но они дали свои плоды. Зава навел меня на мысль, что походу Рори и все остальные люди, перечисленные в этом ролике, максимально близки к ней, а Ирми тем временем максимально старается не говорить вообще ничего лишнего. Странно ли это? Посмотрев инстаграм Рори, я нашла пару постов, адресованных Инта-экстриму, с подписями по типу «Люблю тебя, спасибо за все». А теперь помните, что я говорила про несовпадение и теорию, что это группа людей? Это нахуй вообще больше не теория. Наверное, за неделю с чем-то до этого ролика некоторые из вас видели фейс-ревил Рори на ее официальном, кстати, аккаунте в ТикТоке. Но, наверное, не знают, почему так произошло, как на это вообще решились и почему там, блядь, хентай-экстрим. Дело в том, что на протяжении уже многих лет Рори действительно является лишь просто проектом. За ним стоит довольно много людей, а некоторых из них мы, кстати, увидели ранее. Вы сейчас, наверное, подумаете, что это шутка, да? Так вот, мне нихуя не смешно. Я тоже участник этого проекта. Жан первоначально стартанул карьеру под именем Рори самостоятельно, однако со временем ростом аудитории он постепенно понял, что просто не справляется. Он нанял себе в помощники еще некоторых артистов, которые со временем стали частью Рори, как образа одного человека. Конкретно музыку для него писали Рукьява, Ируми и сам Жан. Мы довольно долго бились с ним за то, кто будет возглавлять проект. Поскольку первоначально Рори — это женщина, лидером всей ситуации должна была стать я, но меня послали нахуй. Также для пиара некоторых треков были наняты эдиторы, медиакреаторы, которые помогали продвигать треки в массы, а я стала частью команды как тематический блогер. Буду ли я еще что-то рассказывать в следующих видео? В таком масштабе точно нет, и не хочется, если честно. Да и нечего, как будто бы. Я все-таки думаю, что я теперь ответила на многие вопросы о многогранности Рори. Ее, как определенной личности, никогда не существовало и не существует по сей день. Поэтому те самые кринжовые ютуберы со своими разборами о том, что Рори — это Луиза, старая женщина, что мы еще вообще там слышали, перестаньте, пожалуйста, делать разоблачения, перестаньте искать информацию в первоисточниках, которые, по сути, являются рандомными. Вот, все вам. Правда на блюдечке с голубой каемочкой. Вот мы подходим к самому интересному и заключительному в ролике. Для чего же все это видео было сделано? Почему так много поворотов и несостыковок в диалогах? Почему это все выглядит как стёб, блядь? Мы просто пытались так долгое время это донести. Просто некоторые понимали, а некоторые нет. Мне после этого видео, если честно, жаль всех тех, кто брал знакомство с Рори, говоря как конкретной личности. Мне жаль всех тех, кто считал Рори обычной девушкой, пишущей музыку. Но почему вообще есть такая информация, что она живет в Токио, либо же про транс-женщину? На самом деле это собирательный образ каждого из нашего проекта. Поэтому, я думаю, нам сейчас стоит перейти к итогу.
В итоге у нас нет однозначного ответа, кто такая Рори. Но есть ощущение, что этот ответ и не нужен. Этот проект — это не человек в привычном смысле. Это идея искусства, которая поддерживает сотни тысяч людей из каждых уголков мира. Возможно, именно поэтому это до сих пор существует в таком виде, какое оно есть. И, честно, мне кажется, это лучший возможный вариант. Потому что иногда то, что создают люди сами для себя, ценнее, чем то, что создают для нас другие. Только мы видим и слышим себя такими, какие мы есть. Лично я нашла в работе с этим многие ответы для себя. Нашла то, чем хочу увлекаться, и на самом деле много близких для себя людей. Вот и закончилась эра тайн. Закончилась эра того, когда мы не знали ничего о Рори. Честно, я думала никогда об этом не рассказывать, но раз разрешили, то чего и ролик не сделать. Поэтому спасибо за просмотр и, пожалуй, пока.